Здравствуйте, дорогие любители вязания! Продолжаем вязать узоры к джемперу «Венецианские окна» из японского журнала. Мастер-класс я делаю по просьбе Людмилы Шапира. Она прислала к нам свою просьбу в комментариях на YouTube. И мы договорились, что я свяжу все узоры, которыми связан этот замечательный джемпер. Самый красивый, самый большой, самый главный узор, ну как, на мой взгляд, мы уже с вами связали. Ссылку на него я оставлю под видео. И вообще, ссылки на все мастер-классы к этому джемперу будут расположены под каждым видео. А сегодня мы будем вязать вот такой узор. Он тоже напоминает венецианские окна. Он, конечно, полегче вяжется, чем предыдущий. Этот узор расположен чуть выше груди на джемпере и по рукавам. Ну, как всегда, давайте смотреть на схему. Здесь на схеме два фрагмента. И у меня связано в образце два фрагмента этого узора. Раппорт узора составляет 22 петли в ширину и 32 ряда в высоту. Но так же, как и в предыдущем мастер-классе, в первой половине раппорт составляет 4 ряда в высоту. И эти 4 ряда повторяются. Мы свяжем с вами один раппорт в высоту. И дальше будем уже вязать вот эту ажурную часть. Все условные обозначения на схеме показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Эта схема для вязания по кругу. По кругу мы вяжем все ряды по схеме, читая их справа налево, и вяжем все ряды как лицевые. При поворотном вязании, как мы сейчас будем вязать с вами, лицевые ряды мы читаем справа налево, читаем точно по схеме. Изнаночные ряды поворачиваем работу, и уже петли, условное обозначение, будем читать наоборот. Если будет пустая клеточка, обозначает изнаночную петлю на лицевой стороне. В изнаночном ряду мы будем вязать ее лицевой петлей. И наоборот, лицевая петля на лицевой стороне, в изнаночном ряду мы будем вязать ее изнаночной петлей. Во всех японских схемах первый ряд лицевыми петлями связан. Я всегда первый ряд вяжу так же, как второй ряд. И я немножко переделываю схему вот именно первого ряда. Что я не сказала еще, здесь в начале образца у меня связана ажурная мережка на платочной вязке. Вот схема этого узора. Отдельно я показывать его не буду. Там все понятно. Все ряды связаны лицевыми петлями по лицевой изнаночной стороне. И в одном ряду чередуем накид и 2 вместе провязанные петли. Этой мережкой в джемпере разделяются узоры. Она повторяется там не один раз. Итак, набираем на спице 24 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Как я уже говорила, мережку мы не вяжем. Мы вяжем первый ряд узора. 3 изнаночных, 3 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля, 3 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 лицевых. Во втором изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я в видео пропускаю. Вы вяжете их самостоятельно. Но в данном случае я вот его уже и провязала. Провязали 2 ряда. Они не входят в раппорт узора. Третий лицевой ряд. 3 изнаночных.
Далее вяжем узелок на 3 петлях или узелок из 3 петель. Третью петлю накидываем на первую и вторую, провязываем лицевую петлю, делаем накид и провязываем лицевую петлю. Далее 1 изнаночная, лицевая скрещенная. Я вяжу бабушкиными петлями, и лицевые петли я вяжу вот так вот за задние стенки. Лицевая скрещенная, я вот так ее провязываю, подхватываю петлю сзади, разворачиваю ее, возвращаю на левую спицу и провязываю лицевой. Петля развернулась. Дальше 1 изнаночная и снова лицевая скрещенная. Вот кто вяжет классикой, у того петли расположены вот так. И лицевые петли они провязывают вот так. Значит, лицевая скрещенная будет провязываться для тех, кто вяжет классическими петлями, просто вот тоже за заднюю стенку. Вот так. Тоже петля развернулась. Далее 1 изнаночная, узелок на 3 петлях. Третью петлю накидываем на первую, вторую, вяжем лицевую, делаем накид и провязываем лицевую петлю. В дальнейшем я не буду говорить, полностью объяснять узелок на 3. Я буду говорить узелок из 3 петель и все. Далее будет 1 изнаночная и снова лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. 1 изнаночная, узелок из 3 петель. В третьем изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку. Только там, где мы вязали лицевые скрещенные петли, вот между узелками у нас будут дорожки, мы будем в изнаночных рядах вязать их изнаночными скрещенными. Я пару рядов с вами провяжу, и дальше будет уже вам понятно. Я сказала 3-й ряд, 4-й. 4-й изнаночный ряд. 3 изнаночных. 1 лицевая, изнаночная скрещенная. Изнаночную петлю я провязываю вот так вот, а изнаночную скрещенную тоже петлю подхватываю сзади и провязываю ее изнаночной петлей. На лицевой стороне она у нас провязалась лицевой скрещенной. Далее будет 1 лицевая, изнаночная скрещенная. 1 лицевая, 3 изнаночных, я забыла сказать, что накиды мы вяжем изнаночными здесь. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 1 лицевая, 3 изнаночных и 3 лицевых в конце ряда. 5-й лицевой ряд. 3 изнаночных, петли вяжутся здесь по рисунку. 3 лицевых, 1 изнаночная, только вот в дорожках мы вяжем лицевые скрещенные петли. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевых. Вот посмотрите, уже хорошо видно, где у нас дорожки из лицевых скрещенных петель. И если вы в изнаночном ряду сомневаетесь, как провязать петлю, посмотрите на лицевую сторону. Эти петли уже хорошо видно. Итак, я уже вместе с вами провязываю, как обещала. 3 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 3 изнаночных и 3
лицевых. Итак, мы провязали 2 ряда, которые не входят в раппорт узора, и 4 ряда мы провязали уже один раппорт узора в высоту. С 3 по 6 ряд. Теперь смотрим внимательно на схему. Следующие 4 ряда с 7 по 10 и следующие 4 ряда с 11 по 14 мы вяжем точно так же. Вот эти 8 рядов давайте провяжем самостоятельно. Я уже их провязывать не буду. Я сразу перейду к вязанию 15 ряда. Ну, а вы уже как хотите. Я думаю, для того, чтобы понять узор, достаточно. Просто вязать сейчас вместе со мной. Итак, представили, что мы провязали еще эти 8 рядов и вяжем 15 лицевой ряд. 15 ряд вяжем точно так же, как 3 провязали. 3 изнаночных, узелок на 3 петлях, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, узелок на 3 петлях, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля и узелок на 3 петлях. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, только где мы вязали лицевые скрещенные, мы вяжем изнаночные скрещенные. Семнадцатый лицевой ряд. 3 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. У меня удобно лежит изнаночная петля и неудобно лежит лицевая. Я разворачиваю лицевую петлю, чтобы петли у нас лежали одинаково. И провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая петля. Снова делаем накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Здесь у меня удобно лежит лицевая и неудобно изнаночная. Я вот ее сразу там разверну за лицевой. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевых. В 18 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, только как обычно, где вязали лицевые скрещенные, мы вяжем изнаночные скрещенные. Накиды вяжем изнаночными. 19 лицевой ряд, 3 изнаночных, узелок на 3 петлях, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Здесь я разворачиваю обе петли. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 1 лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, узелок на 3 петлях. Обратили внимание, что у нас уже убавилось по 1 лицевой скрещенной и по 1 осталось. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и провязываем изнаночными скрещенными. Вот она.
петли, которые вязали лицевыми скрещенными. 21 лицевой ряд, 3 изнаночных. Берем дополнительную спицу, оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 изнаночную, и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее лицевая скрещенная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая скрещенная, и перекрещиваем 4 петли вправо, оставляем 1 петлю на дополнительной спице. За работой провязываем 3 лицевые, петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Двадцать второй изнаночный ряд давайте провяжу вместе с вами. 1 лицевая, 3 изнаночных, изнаночная скрещенная, 9 изнаночных, изнаночная скрещенная, 3 изнаночных, 4 лицевых. Двадцать третий лицевой ряд, 4 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону. Я без дополнительной спицы. 3 петли оставляем перед работой. Вы можете на дополнительную спицу. Провязываем 1 изнаночную, и петли, 3 петли оставленные перед работой, вяжем на них узелок. Из 3 петель накидываем петлю, лицевая, накид, лицевая. Мы вот эту дорожку с узелками начинаем наклонять влево с правой стороны. Затем у нас будет 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, и перекрещиваем 4 петли в правую сторону. Здесь мне неудобно без дополнительной спицы. Оставляем 1 петлю на дополнительной спице за работой. Вяжем узелок на 3 петлях. Лицевая, накид, лицевая. И петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. И 1 изнаночная у нас в конце ряда. Здесь дорожка с узелками наклоняется в правую сторону. В 24 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Здесь у нас уже нету изнаночных скрещенных петель. Вяжем по рисунку. 25 лицевой ряд, 5 изнаночных. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночных. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми.
Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 5 петель перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые. Петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. И у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. В 26 ряду петли вяжем по рисунку. 27 лицевой ряд, 7 изнаночных. Пять петель перекрещиваем влево, 3 оставляем перед работой, провязываем 2 изнаночных и петли с дополнительной спицы, вернее на петлях с дополнительной спицы мы вяжем узелок. Лицевая, накид, лицевая. Далее у нас будет 1 лицевая и перекрещиваем 5 петель в правую сторону. 2 петли оставляем за работой на дополнительной спице, провязываем на 3 петлях узелок и петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными. И у нас будет 4 изнаночных до конца ряда. В 28 изнаночный ряд провяжу вместе с вами 6 лицевых. 3 изнаночных. 1 лицевая, вот центральная петля, здесь провязывается лицевой. И далее по рисунку 3 изнаночных, 9 лицевых. Двадцать 29 лицевой ряд, 9 изнаночных. Берем дополнительную спицу, оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Следующую петлю оставляем на второй дополнительной спице за работой. Провязываем узелок на 3 петлях. Провязываем изнаночную петлю со второй дополнительной спицы и узелок на 3 петлях с первой дополнительной спицы. Шесть изнаночных до конца ряда. В 30 изнаночном ряду мы все петли провязываем лицевыми. Накиды провязываем лицевыми скрещенными. Все петли, вот у нас накид, подхватываем его за заднюю стенку, провязываем лицевой скрещенный. Нам не нужны здесь дырки уже. Все, следующий накид лицевой скрещенный и далее лицевые петли до конца ряда. Провязали 30 рядов. Смотрим на схему. Следующие 31 и 32 ряды вяжем петли по рисунку. То есть в 31 все петли изнаночные, в 32 все петли лицевые.
Я не буду уже провязывать 32 ряд. Сейчас 31 довяжу, и мы посмотрим, что у нас получается. Мы провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту, который я немножко сократила, чтобы видео не затягивать. Вот такого замечательного узора к джемперу «Венецианские окна». Ставьте лайки, если вам понравился узор. Да, давайте скажем спасибо Людмиле Шапиро за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!